Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. По многочисленным просьбам мы сегодня изменим формат нашего видео. Назовем его так: «Цветочные будни». Многие спрашивают, почему взрослые здоровые растения находятся у вас в тепличке. Нет, в тепличке у меня находятся именно те растения, которые вы увидите сегодня. Те растения, которые попадают в кадры при видео, они содержатся в обычных условиях, то есть на подоконниках. И каждый раз перед снятием нового видеоролика я убираю эти растения и ставлю те, которые цветут, которые красивые. Скажем так, создаю картинку красивую. Сегодня я хотела же поговорить о тех растениях, которые регулярно находятся у меня в тепличке. Это реанимашки, недавно пересаженные растения, пеньки, вершки, корешки, в общем, все, что требуется более тщательного ухода, повышенного внимания и стабильных условий содержания. Давайте сегодня поговорим об этих растениях. Я вам покажу, расскажу, как я за ними ухаживаю, что им требуется для здорового роста и быстрого развития. Итак, начнем. В тепличке я использую искусственное освещение, увлажнитель воздуха для поддержания влажности и для контроля за температурой и влажностью вот такой универсальный прибор, в котором встроены гидрометр и термометр. Створки сейчас открыты, увлажнитель не работает, поэтому показатели не соответствуют тому, что обычно бывает. Обычно у меня температура 25-26 градусов и влажность 65-75%. Растения, которые находятся в тепличке, они нуждаются в поливе. Грунт сверху подсох. Но это не значит, что он полностью сухой. Обратите внимание, если убрать, внутри грунт влажный. Доводить до того, что и внутри горшка грунт будет сухой, этого нельзя. Поэтому давайте сейчас, наверное, польем растения. Потому что смотреть на сухой грунт, знаете, мне как-то, если честно, тяжело. Давайте уже сделаем комфортно, чтобы было и мне, и моим растениям. Я приготовила воду для полива. Пользуюсь я вот такой бутылочкой. Знаете, вполне удобно, меня устраивает. Использую воду из фильтра обратного осмоса. В этой бутылке я развела удобрения. У меня здесь смесь из микро- и макроудобрений. В эту парковку я использую макроудобрения с НПК в равных долях и добавляю немного микроудобрений. В общем, в этой емкости у меня получилось 0,7 грамм на 1,5 литра. Так как все растения у меня уже пошли в рост, поэтому я использую прикорневую подкормку, начиная с края горшка и потихоньку переходя к центру. Торопиться здесь не надо, можно делать это аккуратно, не торопясь. Смотреть, чтобы вода пролилась в поддон. Затем я оставляю это растение примерно минут на 20-30. И затем обязательно сливаю воду с поддона. Удобрения я вношу с каждым поливом в минимальных дозах. Ошибкой не будет, если вы уже на влажный грунт. Вот здесь у меня, смотрите, горшочек с гринквином. Грунт у него влажный. Внесете удобрения. Только в этом случае вам не надо, чтобы вода проливалась в нижний поддон. Тихонечко сверху полили аккуратно. Здесь уже грунт можно полностью пролить. Видите, вода побежала в нижний поддон. И так вот мы все горшочки аккуратненько польем. Во время полива я заметила, что у многих растений грунт осел, корешки уже вышли на поверхность, вот как здесь, допустим, и необходимо подсыпать грунт сверху.
Подсыпать будем по мере осмотра, скажем так. Это вот у нас, кстати, герой из одного из видеороликов, Антуриум коралл. Хотелось бы вам еще похвастаться, показать. Это тоже герой предыдущего видеоролика, Антуриум кавали. Это пенек от него. Пенька здесь уже, конечно, нет, мы все пересадили. Убрали пенек. Ну, довольно-таки пышный, симпатичный такой кустик получается. Казалось бы, из небольшого пенька. Это у нас тоже герой одного из видео о недобросовестном продавце. Здесь, конечно, оно у меня очень долго идет в рост, долго адаптируется. Вот смотрите, корешок тоже подсыпать надо. Дело в том, что я же тогда почти все корни у него обрезала. Это он наращивал новые корешочки, поэтому процесс затянулся. Но тем не менее, вот этот листик он уже выпустил у меня. И здесь опять вот выпускает листик. Опять же у него здесь, посмотрите, вот маленькая деточка идет. Так что он жив-здоров. Кстати, недавно кто-то из подписчиков интересовался его судьбой. И еще у нас нуждается в подсыпке грунта. Это Антуриум фиорина. Это растение тоже не так давно появилось у меня. Там, я не знаю, знаете, наверное, 2 листика всего было, а корешочков совсем немного. Но сейчас, как вы заметили, растение уже цветет, и его можно вынимать из теплички, ставить на окошко. Он какой хорошенький цветочек будет. Прям темный такой, посмотрите. Вообще такой интересный сорт, конечно. Антуриум ванила пошел в стволик. По моим наблюдениям, вот Антуриум ванила довольно-таки часто идет в ствол. Это уже, видимо, у него какая особенность сорта. Тоже подсыпем. И пока его еще оставим, конечно, в тепличке. Пусть еще чуть-чуть подрастет. Его рано еще вытаскивать. Забыла совсем показать вам. Это тоже один из последних наших участников видеоролика. Это Антуриум, который мы брали у участницы нашей группы на реанимацию. Это корешки. Вот эти вот длинные росточки, это они были в грунте. Поэтому вот так вот вытянулись. А этот молодой с листиками уже вырос у меня. Я так думаю, будет жить. И даже неплохо потом через какое-то время выглядеть. Здесь еще у меня Green Queen и Black Queen. Эти растения я пересадила недавно, отделяла от материнского куста. Чувствую себя довольно-таки неплохо. Листочки вот новые пустили. И здесь у меня листочек. Недавнее мое приобретение. Пересадила буквально несколько дней его назад. Пересадила из грунта, если честно, непонятного состава. Это Антуриум Диваут. Вот у него новый листочек и цветочек скоро будет. Чувствует себя неплохо. Вот тоже интересный экземплярчик. Это Антуриум. Ну, конечно, с натяжкой можно сказать, что это Антуриум. Посмотрите. Это фламинго браун. Корешочки от него при пересадке остались. Вон малышка какая появилась. Интересненький такой, смешной. Очень надеюсь, что с него вырастет в дальнейшем большое крупное растение. И еще один
Это антуриум лили. Тоже он выращен из пенька. Здесь еще пенек у него остался. Сейчас я вот минуточку найду. Вот он. Видите, пенек? Так. Вот он, пенек. Ну, пенек довольно-таки еще крепенький. Поэтому, конечно, можно было бы и пересадить. Но я так думаю, что пока я его оставлю еще с пеньком, пусть наращивает корни. И тогда быстрее уже адаптируется после пересадки. Это интересное тоже растение, обратите, пожалуйста, внимание. Это антуриум дакота, выращиваю его из семян. Очень интересно, что же все-таки получится в результате. Ну, довольно-таки неплохо тоже себя чувствует. Эти у меня антуриум лили тоже здесь стоит на адаптации, оливиум, извините, стоит на адаптации. Получила я этот кустик не так давно. У растения имелись грибковое заболевание. Вот после излечения поставила его в тепличку. Думаю, условия создать его, что побыстрее. Он у меня адаптировался. Вот здесь большой кустик и вот маленькая деточка. Деточку он нарастил уже у меня. Ну, зацвел, как видите. Так что лечение прошло успешно. Будем расти. Это тоже реанимашка. Досталась мне, как говорится, по случаю. Антуриум мистик. Детку он у меня уже нарастил. Пока вот новый листик у него, цветочек. Чувствует себя тоже неплохо, но пока остается в тепличке. Убирать его отсюда еще рановато будет. Обзор верхней полки мы закончили. Чтобы не затягивать видео, растения, находящиеся на нижней полке, и те, которые находятся у меня на подоконниках, мы покажем вам в следующей части. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.